В деревне Покров на грязи не любили чужаков. Еще больше здесь не любили тишину. Когда в конце августа с полей ушел последний комбайн, над лосиным болотом повис плотный, пахнущий тухлой озерной травой туман. Деревня словно провалилась в глухоту. Перестали лаять собаки, местные цепные псы, огромные, помешанные на охране дворов, помеси овчарок и дворняк. Сначала 3 дня выли, задрав морды к бледному, оцинкованному небу, а потом разом смолкли. Хозяева находили их в глубине будок. Псы забивались в самый угол, хрипели, ломая зубы о деревянные доски настила, а из их постей капала густая, похожая на сбитый яичный белок пена. Матвей, бывший фельдшер, а ныне обычный пенсионер, доживающий свой век в бревенчатом доме на окраине, заметил неладное первым. К нему в сени без стука зашел сосед Михеич. Тот самый Михеич, который 40 лет кряду держал пасеку и славился на всю округу громовым басом и веселым нравом. Теперь старик выглядел иначе. Он стоял на пороге, вцепившись пальцами в дверной косяк так, что деревянная щепа вонзалась под ногти. Но он словно не замечал боли. Голова Михеича была неестественно опущена, плечи мелко дрожали, а из-под грязного козырька кепки на Матвея смотрели абсолютно сухие, воспаленные глаза с намертво расширенными зрачками. «Матвеич!» – прохрипел старик, и звук его голоса напоминал треск разрываемой сухой бересты. «Дай воды! С утра во рту как песок, горло свело, сука, дышать не могу!» Матвей на автомате повернулся к кухонному столу, зачерпнул алюминиевым ковшом колодезной воды из ведра и протянул соседу. Стоило Михеичу увидеть ковш, в котором дрожало чистое, холодное зеркало воды, как его тело прошила страшная судорожная дуга. Старик отпрянул назад, глухо закричал, спиной вышиб дверь в сени и упал на колени прямо в дорожную грязь. Ковш вылетел из рук Матвея. Вода с плеском залила доски пола. «Михеич, ты чего?» Матвей выскочил на крыльцо. Старик лежал на карачках, его рвало сухой, желтоватой слизью. Он хрипел, царапая землю черными от грязи ногтями, а его челюсть двигалась в страшном, непрерывном ритме, словно он пытался перекусить невидимую проволоку. По подбородку текла густая слюна, пузырясь на седой щетине. «Не подходи!» – провыл Михеич, не поднимая головы. «Не подходи, загрызу!» Он резко, с кошачьей ловкостью вскочил на ноги и, не разгибая спины, диким рваным галопом припустил вдоль улицы, скрываясь в тумане. Матвей остался стоять на крыльце. Опыт работы в скорой помощи кричал ему в уши одно единственное слово – водобоязнь, гидрофобия, терминальная стадия бешенства. Но этот диагноз не укладывался в голове. Инкубационный период вируса у людей длится неделями, иногда месяцами. Михеича никогда не кусали. На пасеке он всегда ходил в плотном костюме. Да и диких лис в этом году около Покрова не видели. С неба сорвались первые тяжелые капли дождя.
Деревня Покрова на грязи уходила в свою последнюю ночь. Глава 2. Синдром ярости. К 10 часам вечера дождь превратился в сплошную ледяную стену, которая шумом рушилась на шиферные крыши домов. Электричество отключили. Старый трансформатор на въезде в деревню глухо хлопнул и испустил дух еще на закате. Деревня погрузилась в абсолютную непроглядную тьму. Матвей сидел в своей комнате при свете старой керосиновой лампы. На столе лежал заряженный охотничий ТОС-34, двухстволка, оставшаяся от покойного брата. Патронтаж с крупной картечью был раскрыт. Фельдшер понимал, если то, что он видел у Михеича, пошло гулять по деревне, то медицина здесь больше не поможет. Вирус бешенства в терминальной стадии превращает мозг в пористую губку, оставляя от человеческой личности только одну примитивную функцию – яростное желание передать заразу дальше через укус. Вдруг с улицы раздался крик. Это был женский голос, тонкий, сорвавшийся на ультразвук от дикого, запредельного ужаса. Крик доносился со стороны дома местной доярки Нинки. Матвей перехватил ружье, щелкнул предохранителем и подошел к окну. Сквозь залитое потоками воды стекло ничего не было видно. Он приоткрыл форточку. Вместе с шумом дождя в комнату ворвались звуки, от которых увидевшего виды медика зашевелились волосы на затылке. Это был не просто крик о помощи. Это был хруст. Сухой, вязкий хруст разрываемых сухожилий и ломаемых костей, перемежающихся с утробных, довольным чавканьем и глухим звериным рычанием нескольких глоток. «О, Господи!» – прошептал Матвей. Он выбежал в сени, включил мощный ручной фонарь и толкнул входную дверь. Луч света прорезал стену дождя, выхватив кусок деревенской улицы. У забора Нинкиного дома копошилась живая, грязная масса. 3 человека. Матвей узнал в них местных трактористов, братьев Кравцовых и самого Михеича. Сидели на земле вокруг неподвижного тела доярки. На них не было верхней одежды. Несмотря на ледяной ливень, их тела были покрыты коркой из жидкой грязи и крови. Они работали зубами и руками, буквально разрывая плоть женщины на части. Когда луч фонаря ударил по этой сфере, они одновременно замерли. 3 пары глаз, безумных, лишенных зрачков, залитых кровью из лопнувших капилляров, уставились прямо на Матвея. Их челюсти были густо облеплены серой пеной и красными ошметками. Михеич медленно поднялся с колен. Его левое ухо было оторвано, из раны не шла кровь, она запеклась густой черной коркой. Старик издал пронзительный, свистящий клёкот и, выставив вперед скрюченные пальцы с сорванными ногтями, бросился бежать к крыльцу Матвея. За ним, низко пригибаясь к земле, рванули братья Кравцовы. Скорость их бега была нечеловеческой. Вирус, выжегший болевые рецепторы и тормозные центры мозга, заставлял их мышцы работать на пределе физических возможностей. Они не бежали, они неслись, как гончие псы, не обращая внимания на лужи и скользкую глину. «Стоять! Назад!»
заорал Матвей, вскидывая двухстволку. Михеич прыгнул на крыльцо, преодолев 3 ступени одним махом. Его оскаленная пасть, из которой брызгала густая слюна, была в полуметре от ствола. Бах! Грохот выстрела на секунду заглушил шум ливня. Заряд крупной картечи с близкого расстояния ударил старику точно в грудь. Сила удара отбросила его назад. Он перелетел через перила крыльца и рухнул в кусты малины. Но самое страшное было в том, что он не издал ни единого звука боли. Через секунду кусты затрещали. Разорванный картечью старик пытался подняться. Его сломанные ребра хрустели, но он упрямо полз обратно к крыльцу. Матвей поймал в прицел первого из братьев Кравцовых, который уже запрыгивал на ступени. Бах! Второй выстрел снес трактористу половину черепа. Тот замертво свалился на землю, наконец прекратив движение. Матвей прыгнул обратно в сени, захлопнул тяжелую дубовую дверь и навалился на нее всем телом, судорожно задвигая массивный железный засов. В ту же секунду в дверь снаружи врезалось тяжелое тело. Дерево загудело. Раздался безумный, скрежущий звук. Оставшийся в живых Кравцов грыз дубовую доску двери, ломая собственные зубы и пытаясь пробиться внутрь. Глава 3. Карантинная зона. Матвей отступил в комнату. Его руки ходили ходуном, когда он пытался загнать 2 новых патрона в горячие стволы ружья. Патроны со щелчком встали на место. «Это необычное бешенство», – лихорадочно думал он, вытирая пот со лба. «Мутация. Сверхострый штамм. Передается воздушно-капельным или через воду. Вода. Михеич говорил про воду». Матвей вспомнил, что 3 дня назад на местной водокачке, которая качала воду из подземной скважины для всей деревни, произошел сбой. Вода шла мутная, с каким-то странным, горьковатым привкусом. Все пили ее, и люди, и скот. Вирус попал в общий водопровод, и сейчас по крови на грязи не осталось здоровых. Вся деревня превратилась в один огромный, изолированный очаг абсолютной ярости. С улицы, перекрывая шум дождя, начали доноситься новые звуки. Деревня ожила. Слышались удары топоров от двери, звон разбиваемых стекол, утробный рык десятков глоток. Зараженные сбивались в хаотичные стаи, выламывали окна в домах тех немногих, кто еще успел запереться, и устраивали там кровавую бойню. Здоровых больше не осталось. Те, кого покусали, проходили через фазу судорог за считанные минуты и пополняли ряды безумной своры. Вдруг в углу комнаты затрещал старый дисковый телефон. Этот звук показался Матвею взрывом бомбы. Телефония в деревне шла по старым воздушным линиям. И странно, что провод еще не оборвало штормом. Фельдшер подскочил к аппарату, сорвал тяжелую черную трубку. «Алло, алло, это Матвей. Тут бешенство. Все сошли с ума. Присылайте военных. Тут бойня!» Закричал он в мембрану. Из трубки сначала доносился только далекий, глухой треск помех, а затем раздался голос. Но это был не голос диспетчера МЧС или оператора милиции. В трубке слышалось тяжелое, прерывистое дыхание.
Тот, кто стоял на другом конце провода, в узле связи, в райцентре, дышал часто, с присвистом. Слюна булькала в его горле, а потом из мембраны раздался знакомый, леденящий душу звук, сухой, частый хруст челюстей, кусающих пластиковый корпус телефонной трубки. «Они и там тоже!» – прошептал Матвей, и трубка выпала из его ослабевших пальцев. Зараза вышла за пределы района. Это был не локальный случай. В этот момент окно его комнаты с грохотом разлетелось вдребезги. Внутрь, ломая деревянную раму и засыпая пол острыми осколками, ввалилось существо. Это была молодая девушка, дочка Михеича, Аленка, когда-то первая красавица на деревне. Теперь она представляла собой жуткое зрелище. Ее длинные русые волосы были склеены кровью, одежда разорвана в клочья, а нижняя челюсть была свернута на бок, видимо, результат удара обо что-то тяжелое. Из ее рта непрерывным потоком лилась серая густая пена, заливая шею и грудь. Она мгновенно вскочила на ноги, зашипела, как разъяренная гадюка, и прыгнула через стол прямо на Матвея. Парень вскинул ружье, стреляя навскидку, почти не целясь. Бах! Заряд снес девушку обратно в оконный проем, но сзади нее в разбитое окно уже лезли новые фигуры. В темноте улицы виднелись десятки силуэтов. Они карабкались друг по другу, давя и ломая конечности своим же сородичам, ведомые только одним – запахом живой, еще не зараженной плоти. Глава 4. Последний рубеж. Матвей понял, что дом удержать не удастся. Он схватил со стола патронтаж, керосиновую лампу и бросился к люку, ведущему в подпол. Это было старое глубокое бетонное хранилище, где он держал картошку и зимние заготовки. Он прыгнул вниз, пролетев 3 метра по деревянной лестнице, и со всей силы потянул за собой тяжелую дубовую крышку люка, оббитую снизу листовым железом. Он успел закрепить массивный засов за секунду до того, как в комнату наверху ворвалась стая. Сквозь толстое перекрытие доносился топот сотен ног. Они бегали по его дому, крушили мебель, разбивали посуду. Прошло около часа, прежде чем они поняли, где спряталась их добыча. Крышку люка начали бить. Удары были частыми, тяжелыми. Безумные люди сверху колотили по дереву ломами, топорами и собственными головами. Бетонные стены подвала дрожали от этого ритма. Матвей сидел в углу, прижавшись спиной к ящику с картошкой. Рядом тускло горела керосиновая лампа, выхватывая из темноты ряды банок с соленьями. У него оставалось всего 4 патрона, 4 выстрела против целой деревни. Он поднял руку, чтобы вытереть холодный пот со щеки, и замер. Его левое запястье нестерпимо зудело. Матвей поднес руку ближе к свету лампы и почувствовал, как внутри него все обрушилось в черную, бездонную пропасть. На коже прямо у основания ладони виднелись 3 небольшие полукруглые царапины. Он получил их, когда Аленка ворвалась в окно. Один из осколков стекла, испачканный ее слюной, задел его кожу.
Рана не была глубокой, она почти не кровоточила, но вокруг нее уже проступала зловещая, серовато-желтая припухлость. Матвей, как врач, знал поминутную хронологию того, что сейчас начнется. Мутировавший вирус не собирался ждать неделями. Через 5 минут в его горле появился первый, едва заметный комок. Слюна стала густой, вязкой. Глотать ее становилось все труднее. Сердце пустилось вскачь, выдавая 140 ударов в минуту. Мышцы на ногах начали мелко, судорожно подергиваться. «Нет, только не так. Я человек. Я не стану одним из них», — шептал он, но его собственный голос уже оказался ему слишком громким, раздражающим. Каждый звук бьющихся сверху тварей отдавался в его мозгу невыносимой, вспыхивающей болью. Свет керосиновой лампы стал слишком ярким. Он жег глаза, заставляя слезы катиться по щекам. Мышцы челюсти внезапно свело мощным, коротким спазмом. Зубы с глухим щелчком ударились друг от друга, отколов кусочек эмали. Из угла рта потянулась тонкая ниточка слюны. Матвей посмотрел на ружье, лежащее на его коленях. Стволы были холодными, надежными. Крышка люка сверху, наконец, не выдержала. Толстая дубовая доска треснула, и в образовавшуюся щель просунулась грязная, лишенная кожи рука, пальцы которой судорожно сжимались и разжимались в воздухе, пытаясь нащупать жертву. Из дыры в подпол хлынул поток серой, пузырящейся пены. Матвей медленно опустил стволы ТОС-34 вниз, упер их приклад в земляной пол, а дульный срез приставил к своему подбородку. Пальцем правой руки он нащупал передний спусковой крючок. Его глаза, уже полностью потерявшие зрачки и налившиеся мертвенным багровым светом, последний раз взглянули на дрожащую крышку люка. В его гаснущем человеческом сознании пронеслась последняя мысль. Главное – успеть нажать, пока пальцы еще слушаются, пока вирус не заставил его открыть этот люк и упустить стаю внутрь. Челюсть снова свело судорогой, а из горла фельдшера вырвался первый, абсолютно звериный, торжествующий рик. Палец дернулся. Эпилог. Через 2 недели к окраине деревни Покров на Грязи подошла колонна тяжелой военной техники. Военные в плотных герметичных костюмах химзащиты и противогазах не заходили в дома. Они действовали методично, выставляя вокруг населенного пункта сплошное кольцо из колючей проволоки и автоматических турелей. Деревня была мертва. На улицах лежали сотни скелетов, обглоданных дочисто их собственными соседями и родственниками. Те немногие зараженные, что еще оставались в живых, бродили среди полуразрушенных изб, истощенные, обезвоженные, с вытекшими от безумного давления глазами, но все еще готовые броситься на любой звук или движение. Командир отряда, стоя на броне БТРа у въездного знака «Покров», посмотрел на дозиметр и приборы биологического контроля. Все датчики зашкаливали, показывая неизвестную, сверхактивную органическую структуру в грунтовых водах. «Выжечь здесь все!» – негромко скомандовал он в рацию. «До основания!
Землю залить бетоном. Сюда больше никто не должен прийти. Через полчаса небо над тайгой окрасилось в багровые тона. Залпы термобаллистических орудий превратили старую деревню в один огромный ревущий костер, стирая с лица земли и саму заразу, и память о тех, кто здесь жил. Но на самой окраине выжженной зоны, глубоко под землей, в старой дренажной трубе, которая выходила из лосиного болота в соседний лесной ручей, медленно текла мутная, горьковатая вода. Крупная лесная крыса, пробегавшая мимо, остановилась, жадно сделала несколько глотков из ручья и замерла. Ее маленькие черные глаза мгновенно налились кровью, а из пасти, пузырясь, потекла густая серая пена. Вирус нашел новый маршрут.